Всем привет! Как видите, у нас зима продолжает спорить с осенью. Температура где-то около нуля, то небольшой минус, то снова плюс. Ну и хорошо, не сильно холодно и не нужно много топиться. Но только что влажность высокая и зябко. Так долго такой погодой не поработаешь на улице. Приходится постоянно бегать в дом, греться. Да и день стал намного короче, в 4 часа уже начинает темнеть. И так долго, как раньше, уже на улице не поработаешь. Ну, я-то в основном эти дни и ючусь либо в столярке, либо в гараже. Там тоже не особо-то комфортная температура от уличной не отличается. Ну, приходится мириться, хоть ветер там не сильно задувает. Планировал же в этом году построить теплый гараж, чтобы было комфортно работать с деревом, машинами заниматься. Но вот только что-то мои планы постоянно откладываются из-за разных поломок. Он на календаре уже зима как неделю, а я еще с соседними работами не расправился. Огороды до сих пор не запаханы. Думал уже, может, к 69-му попробовать плуг зацепить и им сделать эту работу. Ну, потянуть-то он потянет, и не с таким справлялся. Да вот только что аппетит у него от довольно такой огромный, и выльется это не в малую копеечку. Да и неудобно было бы на нем, обзорность небольшая. Это если бы крыши не было, тогда бы видно было бы, что сзади творится. Но надеюсь, что еще мотоблок успею починить. К тому же подшипник уже пришел, нужно только съездить в город забрать. Да и погода вроде бы фору дает. Хотя к концу недели обещают уже морозы и посильнее. Продолжаю восстанавливать своего коня. Наконец-то пришли все необходимые детали и можно заняться его воскрешением. Как помните из прошлых видео, причиной его поломки стало то, что высыпался правый подшипник коленвала. Ну, в наличии, в принципе, в магазине был такой, и можно было сразу в тот же день начать его восстанавливать. Ну, а я решил не повторять ошибку производителя и заказал себе другой, который привезли только через неделю. Ну, а еще при разборе заметил, что у противоположного подшипника отсутствовали прижимные пластины, которые и были причиной основной поломки. Ну, а еще, как назло, их в наличии не оказалось ни в каком магазине в Беларуси. Пришлось заказывать из России. А еще на таможне груз задержали, только вот вчера доставили. Если бы я пользовался мотоблоком только для фрезеровки и езды по ровной местности, то эта поломка бы произошла бы чуть позже, но все равно произошла бы. Так как, если помните из курса школьной физики, металл имеет свойство при нагревании расширяться, а в мотоблоке при тяжелой работе температуры довольно высокие. И получается, что металлический коленвал расширяется и давит на два этих подшипника, так как они шариковые и жестко зафиксированные. Ну и рано или поздно какой-то из них бы выдавило. Но в моем случае, так как я начал орать, получилась боковая нагрузка на этот подшипник, плюс еще дополнительный наклон моего участка. А так как этот подшипник был не зафиксирован, а он легко входит в крышку, и получалось, что на этот подшипник давил и сам коленвал, и все нагрузки при его движении, плюс расширение коленвала, а еще сверху и маховик, вот его и выдавило, оказалось самым слабым звеном. А я теперь устранил основные эти две причины поломки. И по идее такая
повториться должна не очень скоро. Ну, во-первых, шариковый правоподшипник заменил на роликовый, и он имеет вот такой вот свободный ход. И теперь при нагревании, при расширении коленвал не будет создавать давление на оба этих подшипника. Ну и во-вторых, поставил отсутствующие прижимные пластины. И теперь левый подшипник жестко зафиксирован в крышке, и коленвал внутри не болтается. Кстати, недавно смотрел видеоролик блогера Руслана К. Он там рассказывал, вроде бы так и называлось видео, нужны ли эти пластины. Он популярно отвечал на то, что именно отсутствие этих пластин является поломкой, связанной с подшипниками или коленвалом. А еще нашел мануал на свой двигатель R180. И там в чертежах нарисовано, что эти пластины должны быть. И получается, по факту, их отсутствие является производственным браком. А по закону, в течение 2 лет после окончания гарантийного срока, а у меня только 2 недели прошло, как он закончился, если всплывает производственный брак, то договор купли-продажи можно расторгнуть. И все деньги за покупку должны вернуть, ну или предложить товар в замену, ну или как минимум оплатить расходы, связанные с его ремонтом. Ну, только что экспертизу нужно делать за свой счет, а узнавал это где-то долларов 300 будет. Позвонил я на днях в общество защиты потребителей, рассказал им свою ситуацию, но председатель дала мне понять, что, скорее всего, по закону не получится. Ну, во-первых, то, что я мотоблок разбирал сам. Если бы это делал в каком-нибудь сервисе и было официальное заключение мастера, что отсутствовала пластина, то, может быть, еще и можно было что-то делать. Ну, а по логике вещей, экспертизу здесь же вообще легко сделать. Даже мотоблок не нужно вести. Вон, достаточно было бы крышку. Под микроскопом посмотрел, что на резьбе нет царапин, следовательно, болт не вкручивался, а следовательно, пластина не стояла. Ну, а она мне говорит, цитирую, «Это ты, технарь, это понимаешь, а судья такая же баба, как и я, и ей нужна бумажка». Ну, а вторая причина, как она выразилась, в том, что у нас в стране очень мало таких серьезных экспертов. Раз-два я общался, и все находятся на прикормке у предприятий, и в основном делают заключения в их пользу. Поэтому я так прикинул, сейчас мне ремонт обойдется где-то в $25, ну, подшипник и пластины с болтами. А если на экспертизу, это долларов 300, плюс затянется, скорее всего, до весны без мотоблока останусь, то решил даже и не рыпаться. Буду собирать. Что-то не влазит. Сборы не так-то и просто сунуть получается. А, понятно. Пластинки чуть-чуть выступают за контур, поэтому не влазит. Надо будет чуть подточить. Ну вот, еще пару деталей на своем месте. Пока ждал доставку подшипника и пластины, то не сидел без дела. Поршневую вставил, собрал голову с клапанами. Кстати, когда разбирал, предупреждали, чтобы поршень не вытаскивал, что будет потом проблемно его на место поставить. Ну, не знаю. По мне, так сейчас коленвал было сложнее всунуть. Ну, конечно, если пытаться его извне вставить, то тогда будет проблемно. Нужно придумывать какие-то приспособления, чтобы кольца обжать. Но, как говорится, все гениальное просто. К тому же инженеры все придумали заранее. Если вставлять поршень изнутри, со стороны коленвала, то там на гильзе снята специальная фаска, и он легко всовывается. Просто толкаешь, а по этой фаске кольца сами на место и заскакивают. Ну, только что я предварительно еще шпаргалку из интернета скачал, как должны располагаться кольца, куда какие зазоры, и слегка подкручивал перед тем, как вдавливать.
Левую сторону практически всю собрал. Осталось лишь только шкив прикрутить, да и ремни накинуть. А ну еще глушитель не ставил с воздушным фильтром, так чтобы был доступ посмотреть, как клапана двигаются. Перешел на эту. А здесь у меня дилемма. Так как не знаю, как собирать, так как было или так как правильно. Если помните, у меня на шестеренках, когда я разбирал, метки были смещены на пару зубов. И вот я не знаю, это оно случилось так из-за того, что подшипник рассыпался и шестеренки перескочили. Или может быть механик так поставил специально. Ну мало ли там какой-нибудь из шестеренок не в том месте метку поставили. Либо он так регулировал зажигание. Так вот я и думаю, как лучше делать. Ну, выстоял пока по меткам, только что до конца шестеренку не загонял, чтобы была возможность по-быстрому его снять, если что, и поставить в том положении, в котором она была. То, что зубы перескочили, когда подшипник высыпался, довольно сложно верится, так как они довольно большие, плотно стоят, и чтобы это произошло, смещение должно было быть как минимум на полсантиметра. Хотя, с другой стороны, это бы объяснило тот факт, что он перестал заводиться. Ну а та теория, что метки не совпадают из-за разного диаметра шестеренок, тоже не подходит, так как количество звезд у большой кратно 2 по отношению к малой. И эти метки, они всегда будут совпадать на втором такте малой звезды. Поэтому буду пробовать. Сейчас попробую, подвигаю, посмотрю, как работают клапана, чтобы не получилось так, что они были специально выставлены, а я их поставлю по меткам, и поршень начнет ударять по открытому клапану. Ну, заводить не буду, так покручу. И если будет все хорошо, тогда уже буду продолжать дальше выставлять. Совсем непонятно. У меня нет еще этой метки с ВМТ наивысшей мертвой точкой. Так, снял клапанную крышку, чтобы можно было определить ее. Но так, с погрешностью градусов 5 получилось. Нарисовал такую. Ну, не знаю. Впрыск, если судить по этой метке, то довольно ранее уходит. Где-то градусов около 30. Ну вот, капелька начинает появляться. Следовательно, впрыск пошел. Ну, в принципе, это же и видно. И здесь начинает давить на насос. Смотрим сюда. А здесь моя меточка, которую я нарисовал, как раз вот чуть меньше 30 градусов. А должно быть на 18-20 градусов. Ну, не знаю, если ставить так, как было, со смещением на 2 зуба, то это получается 24 зуба, 360 градусов на 24, а один зуб это 15 градусов. А 2 зуба 30 как раз получится в нуле. Тоже не очень хорошо. Но буду тогда оставлять как есть. Пробовать дальше собирать, а там уже, если не будет получаться заводиться, то буду искать дальше причину. Ну вот, практически собрал все. Остался только шкив. Но его пока не буду, так как там тоже нужно болт новый покупать. Помните, я когда пытался снять этим съемником, который был в комплекте, так сломал его. Ну и съемник погнул. Такие вот были дела. Ну, в принципе, пока он и не нужен. Это же для езды только, а заводиться можно пробовать уже и так. Ну, сейчас посмотрим. О, одно радует, компрессия появилась. Значит, все же изменилось состояние до того, как было до разбора. Там же, если помните, я прокручивал ручку спокойно, а здесь надо серьезно усилия прилагать. Но это радует.
Может быть, что-то и получится. Сейчас залью жидкости необходимое и буду пробовать. Ну, много лить не буду, так чуть-чуть, чтобы было. Я думаю, для первого старта хватит, чтобы проверить. Если, конечно, он будет. Осталось только еще маслица залить. И будем пробовать. Ну, можно пробовать. Момент истины. Посмотрим, что из этого вышло ремонта. Сколько я неделю практически мучаюсь. Заглушить нельзя было. Это же я отодвинул двигатель вперед и на место еще не поставил. Так тяга было, пришлось раскручивать. Ну, радует. Коня своего восстановил, думал, что и не заведется. Также и погода ж холодная, около нуля. Небольшой плюс, наверное, потому что капает. Но осталось довести до ума. И если такая погода будет, то можно будет успеть до Нового года и огород запахать. Если, конечно, повезет с погодой.